Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о расширении FaceSwap Lab. Это аналог расширению RUP. По функционалу это расширение более продвинуто, у этого расширения больше возможностей. И самое главное, оно до сих пор поддерживается автором, в отличие от RUP. Если вы обновляли свой автоматик до версии 1.6, то наверняка могли видеть вот такую вот ошибку. Эта ошибка связана с RUP. Здесь говорится о том, что это расширение поддерживает старый Gradio, то есть какие-то компоненты из старого Gradio. И говорится еще о том, что эти компоненты в будущем автоматиком поддерживаться не будут. Соответственно, у нас есть вероятность, что после очередного обновления RUP просто перестанет работать. Отсюда я предлагаю познакомиться с новым расширением FaceSwap Lab. Если вы работали с RUP, то для вас это расширение для освоения будет очень простым. Потому что основная функция здесь все равно та же самая, как и в RUP. Смысл работы приложения аналогичен. Теперь по содержанию этого видео. Это видео мы поделим на несколько частей. В первой части мы поговорим, как установить библиотеку Insight без установки Visual Studio, которая занимает 10 гигабайт. Во второй части мы поговорим о том, как установить Visual Studio на всякий случай, если у вас что-то не получилось с библиотекой Insight. То есть тут для установки вы можете выбрать либо пункт 1, либо пункт 2. А там в зависимости от того, какие проблемы у вас возникнут, сможете попробовать и тот пункт. Второе. Мы установим FaceSwap Lab. И третье. Мы установим RUP. И вы увидите, что если вы установили библиотеку Insight, то что FaceSwap Lab, что RUP, что аналогичные приложения ставятся очень легко уже. Здесь основная сложность в установке у людей возникает как раз с установкой библиотеки Insight Face. Пятым пунктом мы рассмотрим возможности приложения FaceSwap Lab. Ну а возможности RUP мы рассматривать не будем, потому что уже есть видео на нашем канале, в котором мы рассматриваем работу расширения RUP. Ну что ж, давайте начинать. Итак, для установки Insight Face вам понадобится вот такой вот файлик с расширением WHL. Этот файлик вы можете скачать на моем канале Boosty, ссылка на него приложена под видео. Сам Boosty бесплатный, так что скачать можете свободно. Но если хотите поддержать канал, сможете сделать это на Boosty, это добровольная инициатива. Теперь открываем ваш автоматик, закидываем в ваш автоматик вот этот вот файлик Insight Face. Теперь сбрасываем выделение со всех файлов, щелкаем вот так в пустое место. Зажимаем клавишу Shift и нажимаем правой клавишей мыши по белому вот этому фону и выбираем здесь «Открыть окно PowerShell» здесь. Открываем. Если у вас не получилось открыть PowerShell, есть еще другой вариант «Открыть CMD». В окне автоматика в адресной строке вот здесь вот пишите CMD, нажимаете Enter и у вас открывается консоль. Следующую команду можете писать хоть здесь, разницы в принципе нет. Я напишу в PowerShell. Копируйте следующую команду на Boosty, она будет приложена к этому видео. И здесь уже в окне нажимаете сочетание клавиш Ctrl-V, и у вас вставляется вот эта следующая команда. Обратите внимание на эту команду. Здесь у вас будет свой путь, у вас будет своя буква диска и своя папка автоматика. То есть вот эта вот часть у вас будет своя. Последующая же часть, вот это Fenv, скрипт и так далее, прям все до конца, у вас будет такой же, как у меня. То есть меняете вот эту часть на свой путь и нажимаете вот здесь вот клавишу Enter. Нажимаем Enter. И у вас пошла загрузка. Загружаются компоненты Insight Face. Дожидаемся окончания загрузки. И если у вас появилась вот такая вот ошибочка, то не расстраивайтесь. Здесь просто предлагается вам обновить Python, сделать ему апгрейд. И прямо вот здесь же написана команда, которой это нужно сделать. В моем случае это вот эта вот команда. Я ее прямо отсюда копирую. На всякий случай я тоже приложу в Boosty. Наводите вот сюда вот вниз курсор мыши и нажимаете опять Ctrl-V, чтобы вставить. И вот у меня вставилась эта команда. Опять же у меня здесь свой путь. У вас вот этот вот путь будет свой. Но вот эта команда уже выводится с учетом вашего пути. Теперь нажимаем опять Enter. И Python обновится. Этот процесс уже чуть-чуть побыстрее. И давайте на всякий случай еще раз закачаем Insight Face. Мало ли что-то не загрузилось. Для этого на клавиатуре нажимаем стрелочку вверх, чтобы поднять команду. Это вот предыдущая команда, она нам не нужна, это обновление Python. И еще раз вверх нажимаем, а вот это вот уже первая команда, которую мы вводили. Это, в общем-то, чтобы заново не вставлять. Если хотите, можете опять же скопировать и вставить, как сделали в первый раз. И нажимаем опять Enter. Еще раз библиотеки загружаются, те, которые скачаны, игнорируются. И вот теперь у нас уже ошибки никакой нету, все установилось.
Красным уже ничего не подсвечено. Все нормально. Теперь после того, как появилось предложение снова ввести команду, да, это означает, что все операции закончены. И мы можем консоль закрыть. И все, теперь запускаем наш автоматик и можем уже приступать к установке расширений. Запускаем автоматик. Автоматик загрузился, в консоли никаких ошибок не появилось. Версия автоматика у меня 1.6. Ее можно посмотреть вот здесь. Для тех, у кого не получилось установить Inside Face через консоль, вы можете попробовать следующий способ. Установить Visual Studio. Для этого вам нужно перейти по следующей ссылке. Эта ссылка будет приложена в Boosty. Выбираете здесь «Скачать». Нажимаете «Скачать». Скачиваете этот файлик, допустим, на рабочий стол. Соответственно, на рабочем столе у вас появляется вот такой вот файлик exe. Дважды по нему щелкаем. После того, как подгрузились необходимые файлики, у вас открывается вот такое вот окошко. Здесь снимаем полностью все галочки, которые здесь есть. И нам здесь нужна только одна галочка. Это разработка классических приложений на C++. Выбираем ее. Именно вот это вот. Классических приложений C++. Нам показано, что это займет все 10 гигабайт. Скачано будет 3,5 гигабайта. И нажимаем «Установить». После установки переходим к пункту 3, то есть установки FaceSwap Lab или RUP. То есть если вы поставили Visual Studio, то через консоль Inside Face уже ставить не нужно. И после того, как вы установите FaceSwap Lab или RUP, вы можете Visual Studio удалить, потому что она нужна исключительно только для установки этих расширений, а для последующей работы она не применяется. И эти 10 гигабайт на диске вы можете, соответственно, освободить. Теперь давайте установим FaceSwap Lab. Перейдем в Extensions, выбираем Available и нажимаем кнопку Load From. У нас загружаются все доступные нам расширения. И вот здесь у нас есть поле для поиска. Вводим в это поле начальные буквы. Я ввел Face. И прям самое первое расширение FaceSwap Lab. Нажимаем Install. Дожидаемся окончания установки. И все это расширение отсюда исчезло. Снова текст стал белым, значит все установилось, все нормально. Теперь я предлагаю закрыть консоль и заново запустить автоматик. Закрываем консоль, заново запускаем автоматик. Автоматик загрузился. Появилась вкладочка FaceSwap Lab. В консоли появилось при первом запуске вот такое вот предупреждение, оно ни на что не влияет. После того, как мы воспользуемся FaceSwap Lab, он скачает необходимые файлы, и мы перезапустим автоматик, это предупреждение исчезает. Вот такая вкладка у нас появилась, мы можем раскрыть, посмотреть. Но к возможностям FaceSwap Lab мы сейчас перейдем чуть попозже. Давайте теперь установим RUP. Перейдем в Extensions, Available, Load From. Здесь пишем RUP. У нас высвечивается вот такое вот расширение. Нажимаем Install и дожидаемся, пока RUP будет установлен. То есть больше нам никаких действий в принципе делать не надо. Нам достаточно было установить библиотеку Inside Face, которая необходима для аналогичных расширений, которые работают с определением лиц. И вот расширение установилось. Давайте теперь опять закроем автоматик и заново запустим его. Вот уже после установки RUP у нас сразу скачиваются какие-то дополнительные файлы, которые необходимы для работы RUP. В FaceSwap Lab это не происходило, но это ни о чем не говорит. Просто так устроено расширение. А вот и предупреждение, которое вылетает после установки RUP. Вот после установки RUP уже есть конкретное предупреждение, что Gradio, который использует RUP, устарело, и оно скоро использоваться уже больше не будет. Но тем не менее, это предупреждение, это не ошибка. RUP работает, и пока это Gradio работает, RUP будет функционировать. А возможно, автор RUP все-таки подключится и немножко усовершенствует свое расширение. И он так и будет работать. Так что можете пользоваться и FaceSwap Lab, и RUP. Выбирайте то расширение, которое вам удобно. Вот она появилась, вкладка RUP. Раскрываем, и здесь знакомые функции. Как пользоваться RUP вы можете найти на Boosty. Вот здесь нажимаете поиск, пишите RUP, нажимаете Enter, происходит фильтрация. Здесь установка RUP и на портабельную, и на обычную версию. А здесь вот как раз таки обширное такое видео, которое показывает, как пользоваться интерфейсом RUP. Сейчас я рассматривать это не буду, потому что видео уже такое есть у меня на канале. Итак, давайте рассмотрим, как пользоваться расширением FaceSwap Lab. Расширение FaceSwap Lab вы можете использовать двумя способами. Первый способ – это использовать его при генерации в text-to-image, то есть генерируете изображение и заменяете на нем лицо.
Второй вариант его использования – это Image to Image. Здесь вы загружаете исходное изображение. Если вы исходное изображение не будете менять, Denoising Strength убираете в 0, оно меняться в этом случае вообще не будет. И потом уже загружаете Face Swap Lab лицо и меняете его на исходном изображении. Давайте начнем с Text to Image. У меня уже есть подготовленный промпт, я закидываю его в поле Prompt и нажимаю синюю кнопку. Все настройки выставляются, как у меня были подготовлены в этом изображении. И сейчас мы давайте сгенерируем это изображение, посмотрим, что там генерируется. И, соответственно, для вас такой прием, то есть вы генерируете изображение, получаете нужное изображение, которое вам нравится. После этого нажимаете вот эту зеленую кнопку и фиксируете Seed. Все, после этого у вас изображение уже стабильно будет выдаваться такое же, которое было на последней генерации. И теперь уже можете на этом изображении менять лицо. То есть открывайте Face Swap Lab, закидывайте сюда лицо. Закинем вот такое вот знакомое лицо. Теперь нажимаем «Включить». Если у вас на исходном изображении есть разные по полу люди, то есть женщина и мужчина, вы можете выбрать Same Gender, то есть следовать гендеру. То есть если вы сюда закинули мужчину, то Inside Face определит, что это мужчина, и, соответственно, будет подменять лицо мужчины. То есть вам здесь не нужно будет тогда указывать целевое лицо. А вот здесь как раз таки вот указывается целевое лицо. То есть заменить первое лицо, если указан 0, или заменить второе лицо, если указан единица, ну и, соответственно, и так далее. Второе, третье, четвертое. Давайте я сейчас Same Gender уберу, потому что у меня есть всего два мужчины. Пол здесь одинаковый, поэтому смысла его выбирать нет. Есть еще вкладка «Сортировать по размеру». То есть первым лицом, которое у нас здесь циферка 0, да, будет являться больше по размеру лицо, и дальше уже по размеру будет по уменьшению. Если все галочки сняты, то лица будут считаться слева направо, сверху вниз. Следующий параметр Reference Source Face. Здесь выбирается, какое лицо на этом изображении. Вот у нас на этом изображении одно лицо, но мы можем сюда закинуть, где будет на изображении два лица, скажем, вот так вот, да. И здесь мы уже должны будем выбрать, какое лицо. Вот 0 – это первое лицо, то есть слева направо, сверху вниз. То есть вот это вот лицо возьмется. Циферку 1 мы если введем, это будет уже второе лицо. Ну и, соответственно, если здесь у нас будет больше лиц, то и циферок вот здесь вот уже будет возможность выбрать больше. Закинем обратно Никулина. И остальные параметры я сейчас выбирать не буду. Давайте сгенерируем, посмотрим, что получается. Нажимаем Generate. И кажется, что ничего не происходит, но открываем консоль и смотрим, что здесь у нас есть. А в консоли у нас появилась вот такая вот ошибка. То есть у нас не найдено лицо на референсном изображении. Почему так произошло? Потому что когда я баловался, я включил здесь циферку 1. А здесь одно лицо, второго лица здесь нет. Поэтому возвращаем циферку 0 и заново нажимаем «Генерировать». Теперь открываем консоль, смотрим, просчитывается наше изображение. И следующим пунктом начинает работать Face Swap Lab. Если вы первый раз запускаете Face Swap Lab, у вас скачиваются необходимые файлы. Вот они, 104 мегабайта, 81 мегабайт. Соответственно, первая генерация с Face Swap Lab или с рупом также, она будет всегда долгой, потому что будут скачиваться какие-то файлы. Если вам кажется, что ничего не происходит и все зависло, откройте консоль, посмотрите, что здесь есть. И вот, все у нас все скачалось, и генерация произошла. Кстати, замена лица происходит очень быстро. Это только первый раз такой долгий, потому что скачиваются файлы. И вот такая вот у нас замена лица. Давайте попробуем это лицо придать второму персонажу. Выберем вот здесь вот Target Face циферку 1, то есть это будет второй персонаж. Здесь отчет начинается с нуля. И после генерации мы получили замену лица у второго персонажа. У первого персонажа лицо осталось исходным. Давайте теперь заменим лицо первому персонажу тоже, но на другое. Обратите внимание, здесь есть вкладки Face 1, Face 2, Face 3. То есть мы сразу можем заменить хоть 3 лица. Выбираем вторую вкладку, включаем Enable. И здесь целевое лицо мы выберем циферку 0, то есть первое. Потому что второе лицо меняется на Никулина. Это вот здесь мы выбрали. И давайте во второе лицо закинем вот это вот изображение. Все остальные параметры тоже трогать не будем. Нажимаем «Сгенерировать». И вот наши лица заменились. И первое лицо заменилось, и второе лицо тоже заменилось. Давайте посмотрим, какие еще есть возможности у этого расширения. Есть у нас еще третье лицо, но мы уже его рассматривать не будем, все здесь аналогично. Есть Global Post Processing. Это процесс восстановления лиц. Дело в том, что лица, которые загружаются с помощью Face Swap Lab или RUP, они загружаются с разрешением 128 на 128 пикселей. И это разрешение, оно достаточно низкое. То есть, если у вас картинка большого размера, то вы будете видеть, что лица они будут размытыми. Для этого здесь встроены модели для восстановления лиц. Одна модель это CodeFormer и вторая модель GFP-GAN. По умолчанию выбран CodeFormer. Он работает более жестко, но более сильно выделяет грани. GFP-GAN
Это классический восстанавливатель лиц, который я часто использую здесь в экстра для восстановления фотографий. Здесь вы можете поэкспериментировать. GFPGAN дает более мягкое такое восстановление, а CodeFormer более такой агрессивный. Есть еще параметр Upscale. Здесь можно выбрать Upscaler, допустим, Strazen, и выбрать кратность Upscale. Давайте, например, выберем двукратный Upscale. Итак, вот эта картинка у нас получилась с CodeFormer и без Upscaler. Теперь мы выбрали GFPGAN и выбрали Upscaler Strazen и Upscale Size 2, то есть двукратный Upscale. Давайте нажмем Generate. Теперь эта генерация, естественно, будет происходить немного подольше, потому что у нас есть Upscaler. И давайте сравним два этих изображения. Слева у нас обычный CodeFormer без Upscaler, а справа Upscaler и GFPGAN. Я всегда предпочитаю использовать GFPGAN по отношению к CodeFormer. Но здесь, конечно, разница получилась такая большая исключительно из-за того, что мы в 2 раза апскейлили изображение. Давайте перейдем к следующим настройкам. Давайте Global Post Processing отключим, выберем None. То есть теперь у нас улучшений вообще никаких не будет происходить. Upscaler выберем None и кратность Upscale единиц. То есть никакого апскейла, никакого улучшения глобального у нас работать не будет. Теперь вернемся на вкладку Face 1 и опустимся немножко ниже и посмотрим, какие у нас здесь еще есть возможности. Здесь у нас есть Post Processing Advanced Mask Option. Это постпроцессинг с улучшением конкретно для вот этого лица, для первого лица. Здесь мы уже можем выбрать GFPGAN, к примеру, Strazen, но вот двукратного увеличения, как в предыдущем варианте, здесь уже нет. Вот этот Upscale Swapper Mask Erosion – это совсем другое. Это, в общем-то, относится к коррозии маски, то есть насколько она будет выходить за грани. Здесь у нас есть такие галочки. Использовать улучшенную маску, использовать цветовую коррекцию и повысить четкость на лице. Давайте все это выберем. Для второго лица менять это не будем, посмотрим, какая будет разница. Нажмем Generate, и вот генерация у нас завершена. Давайте посмотрим и сравним лица. Вот это лицо у нас с улучшением, а вот это лицо у нас без улучшения. Разница, конечно, здесь заметна. То есть это лицо прям заблюрено, а это такое более-менее четкое лицо. Напомню, что Global Post Processing здесь мы улучшения все отключили. И давайте познакомимся еще с другими вкладками. Есть еще вкладка Post in Painting, After Swapping. Это действие аналогичное тому, что мы бы это изображение закинули в InPaint, выделили лицо, конкретно вот это лицо, и потом с этим промптом и с вот этим Denoise Strength прошлись бы по этому лицу. И с конкретной моделью, причем здесь есть экспериментальная функция, мы можем с другой моделью пройтись, не с той, с которой генерировали. Здесь нужно ввести позитивный промпт, негативный промпт. Эти промпты, они здесь стоят по умолчанию. Например, мы можем добавить картины маслом, если у вас исходное изображение было в виде картины, да, и мы заменили лицо в картине, то мы бы хотели, допустим, это лицо немножко стилизовать под стиль картины. Ну и также, соответственно, под другие стили. В данном случае мы можем немножко улучшить качество лица. То есть здесь мы никаких стилей не прописываем. Мы чисто пройдемся по этому лицу InPaint с небольшим денойзом для того, чтобы улучшить его качество. Давайте выберем Denoising Strength 0.2. Оставим количество шагов 20. Модель не будем выбирать, оставим ту, которая есть у нас по умолчанию, на которой все генерировалось. Конкретный сид задавать не будем. А сэмплер для InPaint выберем следующий. Если вы автоматик свой обновили до версии 1.6, то у вас должны появиться вот такие сэмплеры. Нас интересует SDE сэмплеры. Для того, чтобы максимально сохранить лицо, обычно используются SDE сэмплеры. Но в автоматике 1.6 появились новые сэмплеры, которые работают еще лучше, чем старые. Имеется в виду лучше для сохранения лиц. Я советую использовать сэмплеры здесь SDE Exponential, экспоненциальные SDE. Либо вторую версию, либо третью версию. Hue Exponential тоже подойдет. Я выберу SDE Exponential. Давайте нажмем Generate. Сейчас у нас генерируется изображение. Теперь происходит подстановка лица. И после подстановки лица у нас будет происходить постпроцессинг с InPaint, который мы здесь прописали. И в результате мы получили вот такое изображение. С учетом, что мы здесь прошлись GFPGAN, разницы мы особо не видим. Давайте я отключу восстановление лица. Сброшу все галочки, а постпроцессинг оставлю. И еще раз генерируем. И давайте посмотрим, что происходит после постпроцессинга. После постпроцессинга тоже происходит восстановление лиц, то есть его перегенерирование. Качество здесь более плохое, чем GFPGAN. Но мы указали, опять же, не сильный Denoising Strength, всего лишь 0.2. Давайте повысим этот Denoising Strength до 0.35.
и посмотрим, насколько вообще лицо останется узнаваемым. И как мы видим, лицо, тем не менее, остается узнаваемым, но качество его уже стало чуть получше, чем при Denoising Strength 0.2. Но в отличие от GFP-GAN мы здесь можем задавать стиль изображений. И сейчас вот при вот такой генерации, то есть стиль, вот эта зернистость, она здесь прослеживается, потому что после GFP-GAN лицо прям выглаживается. Немножко не того стиля она получается. Но, тем не менее, работает и тот способ. Там уже сами выбирайте. В зависимости от того, какое у вас исходное изображение, нужно выбрать соответствующий способ для восстановления лица. Еще у нас есть вкладка Pre-Inpainting. Это тот же самый Inpainting с такими же самыми настройками, как Post-Inpainting, только он будет происходить до замены лица. То есть сначала будет обрабатываться лицо. Например, при генерации у вас лицо маленькое, оно получилось некачественно. Вы его прям можете здесь выставить, пройтись инпейнтом. На автомате все это, получается, происходит. И уже после этого будет происходить замена лица. Также вот этот pre-inpainting вы можете использовать для задания мимики на лице. То есть вы можете здесь в промпте вот здесь дописать smile, допустим, улыбка там, или sad, грустный. То есть поменять мимику на лице. И после, когда уже будет происходить свап этого лица, вот это лицо уже, соответственно, будет принимать мимику того персонажа, который был на исходном изображении. До свапа имеется в исходном изображении. И еще у нас остается вкладка Similarity. Здесь нам сразу подписывают, что мы можем отказаться от изображений с низким сходством. То есть, в общем-то, это фильтр по сходству. Здесь мы можем его включить галочкой Check и ползунком минимальное сходство и выбрать фильтр по сходству с референсным изображением. То есть будет проверяться то, что у нас получилось, насколько оно схоже с референсным изображением. Вот так вот. Честно говоря, не знаю, как это можно применить. Даже не приходит в голову, для каких случаев это может понадобиться. Если у вас есть идеи, как это использовать, можете в комментариях написать. И в каких-нибудь последующих видео я это оглашу. Ну и казалось, мы все разобрали, но это еще не все. Давайте поднимемся вверх и заметим, здесь еще есть вкладочка Face Swap Lab. Целая отдельная вкладка. Если мы по ней щелкнем, то здесь у нас откроется еще куча разных вкладок. В общем-то, здесь мы можем сделать свою модель для расширения Face Swap Lab из изображения. Ну и некоторые еще другие параметры. Давайте перейдем на вкладку Tools, Build и закинем сюда изображение Никулина. Дальше нам нужно подписать название персонажа. Я назвал вот так вот. Поскольку я уже тренировался, у меня эта модель уже есть. И я здесь могу нажать Overwrite, перезаписать чекпоинт. То есть перезаписать эту модель. Ну, к примеру, я сюда вставил другую фотографию. И мне та фотография не понравилась, я решил из другой сделать. То есть вот эта вот модель, она создается из одной фотографии. Там не из 10, не из 20. Ну и, соответственно, это не такая нам привычная модель, как Лора там, или классический чекпоинт. Это такой чекпоинт специальный для Face Swap Lab. Работа его, в общем-то, будет абсолютно такая же, как если бы вы закинули вот эту вот фотографию Face Swap Lab или просто выбрали вот эту модель. Сейчас я покажу, где она потом выбирается. На конечный результат это не повлияет, но хранить в такие модели, возможно, будет удобнее, потому что они будут подписаны, и вам не нужно будет вот эти картинки где-то хранить. Ну а кому-то, может быть, наоборот, картинки хранить удобнее. То есть закинули изображение, записали название этой модели и нажимаем Save. И все, модель записана. Вот такое вот итоговое изображение Face Swap Lab или RUP создает для того, чтобы заменить лицо. Как использовать эту модель? Давайте вернемся обратно в Text to Image, опустимся здесь ниже. И вот о вот этом пункте я ничего не говорил. Обновить нужно нажать, чтобы эта модель из списка появилась. И выбираем нужную нам модель. У меня есть Никулин 1, Никулин 2. Выбираем модель. Tensors, она расширение имеет, как классическая модель. Но по сути дела все равно модель другая немножко. Это модель специально для Face Swap Lab. Теперь изображение мы сюда уже не добавляем, оно здесь не нужно. Если оно у вас осталось, закройте его крестиком. И если мы нажмем Generate, то получим, в принципе, то же самое, что и у нас было до этого. Но теперь мы в качестве референсного изображения ничего не использовали, а использовали вот эту вот подготовленную модельку. Еще я не сказал, где эти модели хранятся после того, как вы их записали. Для того, чтобы найти их, переходим в вашу папку Automatic, открываем Models, открываем Face Swap Lab. И здесь у нас есть папка Faces. Здесь и находятся ваши модели Face Swap Lab. Давайте вернемся обратно в Face Swap Lab. Выберем теперь вкладку Compare. Здесь мы можем проверить сходство. Загружаем сюда одно изображение, к примеру, референсное. А вот сюда, к примеру, мы можем загрузить изображение, которое мы получили при генерации. Ну и, допустим, вы, если сами сомневаетесь, а похож ли этот человек на этого, то есть на сколько процентов в математическом
отношении он схож. И если вы нажмете Compare, и система считает, что вот эти два человека схожи друг с другом всего лишь на 6%. Вот такая вот математика. Если вы не доверяете своим глазам, можете довериться математике. Теперь перейдем в Extras. Здесь мы можем закинуть, опять же, наше референсное изображение и прогнать его через Extract. То есть прогоняем это изображение через определитель лиц. Он вырезает нам исключительно лицо, потому что для замены лица используется вот именно вот такой вот участок. То есть не используется там целиком голова, там с ногами, с руками. Используется вот такой вот небольшой участок. Этот, кстати, участок еще прогоняется здесь через глобальный постпроцессинг с восстановлением либо кодформером, либо GFPGAN. В данном случае кодформером. Поскольку у нас лицо крупное, да, увеличилось, оно прогналось кодформером, и качество его, конечно, стало получше. Давайте сравним. Ну, что-то улучшилось, то есть какие-то мелкие детали на коже убрались. Не знаю, честно говоря, насколько это вообще актуально и нужно. Я бы лучше ничего не убирал. То есть можно, в принципе, здесь взять, отключить и воспользоваться вот таким вот вырезом лица. И вот это лицо вы можете сохранить. То есть нажав по нему сохранить и не хранить вот такое вот изображение с фоном, там, с плечами, с прической, а именно сохранить то, что вам нужно. То есть вот такой вот участок маленький. В этом случае, когда вы будете это все закидывать в программу, она и работать будет быстрее, и результат, скорее всего, будет даже лучше, чем вы будете туда закидывать какие-то большие изображения. Ну и, соответственно, вы вот это вот изображение можете хранить у себя на компьютере, оно будет меньше места занимать. FaceSwap будет чуть быстрее работать, потому что исходное изображение будет меньше, на нем будет проще определить лицо. И опять же, не нужно вам будет пользоваться какой-то сторонней программой для вырезания лиц, если разрешение того изображения будет большое. В общем-то, это сделано для удобства. Есть еще вкладка «Исследование модели», то есть выбираете свою модель FaceSwap Lab, нажимаете Explorer. И если вы разбираетесь, можете посмотреть здесь какие-то параметры. Есть еще вкладка Analyze Face для анализа лица. Тоже выводятся здесь какие-то параметры, честно говоря. Не знаю, что это такое, как это можно использовать. Теперь давайте перейдем на вкладку Batch Processing. То, что мы сейчас здесь видим, это то же самое, что если бы мы зашли в Image to Image, закинули сюда изображение, выбрали Denoising Strength 0 и воспользовались вкладками FaceSwap Lab. Это вот то же самое, чтобы не заходить в Image to Image. То есть дублирующие возможности. Просто в Image to Image здесь очень много разных параметров, тут разные всякие Denoising Strengths, которые могут просто запутать вас. А вот здесь на вкладке Batch Process, в принципе, лишних параметров нет. Закидываете исходное изображение, закидываете лицо. В общем, то же самое, что мы сейчас сделали в Text to Image. И для Batch Process есть Global Post Processing. Здесь опять же то же самое с улучшением лица. Это все как в Text to Image. И, кстати, мы, когда в Text to Image генерировали изображение, я не затронул здесь еще вкладку Global Inpainting All Faces. То есть пройтись инпейнтом по всем лицам. Опять же здесь, как и в Text to Image, как мы смотрели, тут задается промпт, негативный промпт, модель, в общем-то, все аналогично. На этом у меня, в общем-то, все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу ВК, Telegram и на Boosty. Напомню, что в ВК у нас вот такая вот группа, здесь у нас выкладываются различные промпты. В Телеграме у нас вот такая вот большая группа, здесь у нас куча разных тем. Здесь вы можете задать свои вопросы, много пользователей, есть очень компетентные пользователи, вам обязательно кто-нибудь поможет. И Boosty, здесь у нас выкладываются исключительно видеоматериалы, но эти видеоматериалы со всеми ссылками, с разметкой по времени. Все видеоматериалы бесплатные, но если вы хотите поддержать наш канал, вы можете сделать это здесь на Boosty. На этом всем хорошей генерации, всем удачи, всем пока.